Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшнее наше онлайн-гадание, чтение Таро в потоке будет направлено на просмотр, какие тайны скрыты от вас. Настраивайтесь на себя, на свою интуицию, на свою ситуацию в личной жизни, в судьбе, в отношениях, в работе, в здоровье. И мы с вами посмотрим 3 главных тайны, которые от вас скрыты, но которые влияют на вашу судьбу и на вашу личную жизнь. Сегодняшнее наше гадание на картах Таро для мужчин и для женщин всех знаков зодиака. Вы можете прослушать этот расклад от начала до конца как общий и получить советы, подсказки, инсайты. А можете просто настроиться на один из вариантов. Позиция номер 1, позиция 2, позиция 3. И послушать те же самые месседжи, тайны и инсайты для себя. Этот расклад Таро вы можете также еще интерпретировать как что вам важно знать сегодня, прямо сейчас. Давайте перевернем наш годинник или часы и будем ориентироваться по 10 минут на каждый расклад. Итак, давайте смотреть. Первое, что скрыто от вас, да, если вы сконцентрировали свое внимание на первой группе карт. Есть маятник. Ну, здесь нужно понимать, какие будут дальнейшие карты. Маятник часто говорит о каких-то колебаниях, о каких-то частотах, о равновесии или неравновесии. Но мы посмотрим. Может быть, о магии, может быть, о энергетике, может быть, о чем-то трансцендентном. Да? И здесь есть остуда. Что-то вас останавливает. Может быть, останавливаетесь вы на пути к кому-то. Может быть, останавливаетесь на пути в отношениях. Да, к какой-то цели или в отношениях. Да? И третья здесь лилии. Ну, здесь это всегда карта мужчин. То есть, как минимум, либо, если вы женщина, смотрите, да, то вы не просто останавливаетесь, вас еще кидает, а потом вы либо останавливаетесь, да, либо останавливает на пути к мужчине. Ну, если вы женщина, вас останавливает на пути к мужчине, если вы мужчина, вас останавливает на пути к женщине. Ну, я так скажу, пока что есть такой, ну, как бы месседж, что здесь может быть что-то связанное с отношениями между мужчиной и женщиной, особенно если у вас есть резкая остановка. Возможное магическое влияние, поскольку остуда это есть прямо название так называемого обряда. Да? Давайте посмотрим, что влияет первое, да, вот. Из потока идет мне, что влияет на колебания ваших энергий или на ваше колебание в этих отношениях. И еще проще, что влияет на качели в ваших отношениях. Что останавливает или кто останавливает. И давайте посмотрим здесь просто как бы тайну, что происходит в ваших отношениях, как это выглядит. Да? Итак, что влияет на ваши энергии? На ваши энергии влияет дьявол. Да? 15-й аркан, мужчина-женщина вокруг дерева, ну, в общем, змей. Да? Есть искушение. То есть, с одной стороны, как бы вы хотите, чтобы эти отношения продолжались, да? А с другой стороны, есть темные силы. Почему маятник с одной стороны, да, в одну сторону качается, это ваше желание, а с другой стороны темные силы, да, вот так. Поэтому ваше желание и темные силы влияют на ваши отношения, да, ну и может быть на то, что вы останавливаетесь. Также это взаимно влияет на вашего партнера. Окей? Окей. Что именно останавливает здесь, да, в отношениях? Останавливает 4 жезлов. Останавливает кто
кто-то или что-то из близкого окружения, которое связано с семьей и с людьми, которые, может быть, на первый взгляд не являются какими-то негативными. Да? То есть это могут быть друзья или родственники, близкие люди. Вы с ними, возможно, проводите время, совместное время, достаточно в теплой атмосфере. Ну и давайте посмотрим, как выглядят ваши отношения. И здесь еще одна карта, которую мы должны прикрыть. Отношения выглядят, как будто они хорошие, с одной стороны, потому что маятник, а с другой стороны, как будто бы они на дистанции. Понимаете? Хорошо. Давайте напрямую спросим, есть ли именно магическое влияние третьих лиц? Ну, то есть дьявол, он влияет как что-то темное, как негатив какой-то или нет? Давайте прямо сразу откроем. Двойка пентаклей. Ну и да, и нет. То есть здесь, понимаете, как здесь темные силы, и магия, она может быть только частью негативных обстоятельств каких-то. Здесь также могут быть и деньги влиять, двойка пентаклей. И, опять-таки, кто-то из родственников или, может быть, какая-то женщина. Потому что Ива – это все-таки женское озеро, это женская карта. Поэтому я так скажу. Дьявол в этих отношениях – это обстоятельства, которые связаны не только с магией, но и, возможно, с чем-то, что связано с деньгами. Хорошо. Кто конкретно из близкого окружения может влиять и останавливать эти отношения? Только тот, кто пытается что-то разрушить. Скорее всего, этот человек высокий, ростом высокий. И, скорее всего, этот человек может быть не обязательно высокий ростом, может быть по статусу значимый. То есть это самый важный или самый старший или самый значимый человек. Башня. Или самый высокий. А может быть все одновременно. И высокий, и значимый, и важный, да? Или статусный. Хорошо. Какой выход у вас из этой ситуации? Пока что вам нужно бороться за свое или попытаться удержать то, что вам по праву принадлежит. Понимаете как? Здесь рог изобилия, он часто связан с судьбой. Поэтому вам по судьбе попытаться сохранить то, что по праву принадлежит вам, и не отпускать то, что вам принадлежит. Да, вот так. Давайте тогда более конкретно. Что вам делать нужно в этой ситуации и чего вам делать нельзя? Что вам делать нужно и чего делать нельзя? Нужно делать. Нужно пытаться помогать или просить о помощи. Возможно, и то одновременно, потому что это тоже, опять-таки, как маятник, весы. Постараться сохранить равновесие и постараться сохранить и поддержку других, да, и вашим, и нашим, слышите, и поддержку себя тоже, и вашим, и нашим, как говорится. Чего делать нельзя? Чего нельзя делать в этих отношениях? Нельзя идти на предательство, и, скорее всего, вам нельзя делать какие-то непродуманные шаги, которые могут быть восприняты как коварство, вероломство и нападение. То есть вам нельзя вести агрессивную позицию, и ваша агрессивная позиция не должна проявляться, а должна выглядеть как миролюбивая и направленная на взаимопомощь. По сути, взаимопомощь и сотрудничество вашей
ситуации более выгодно, чем коварство, вероломство, обман, слежка и какие-то, может быть, подлые поступки, да? Ну, хорошо, давайте тогда тут месседж такой. Будете ли вы вместе? Это первый месседж, у нас время еще есть. 4 кубков. Ну, здесь усталость. Возможно, но пока этот вопрос, он задан рано. Хорошо, тогда на чем стоит сконцентрировать внимание, когда у вас вот эта ситуация, связанная со студой и качелями в отношениях? На чем стоит? На каком-то позитиве. Нужно больше позитива, больше энергии и, возможно, сконцентрироваться не просто на детях, на воспитании, на уходе, да, за детьми или за кем-то, но на чем-то хорошем. Солнце – это аспект руны Соло, и как минимум по этой руне у вас должно быть отожжено все лишнее, которое может остужать вас. То есть мы концентрируем с вами внимание в этой ситуации не на льду, на руне Иса, а на руне Соло, что соответствует отжигу или активации своих солнечных энергий. Ну окей, давайте, это был первый месседж, и мы с вами двигаемся дальше и посмотрим, что скрыто от вас, что вам важно знать сейчас и о чем вам прямо кричат карты Таро сегодня. Да? Второй месседж. Следующая наша песочные часы. Да? Здесь что-то связано с интимом или с близким вам человеком, очень близким. Да? Это не обязательно интим, но карта именно об интиме. Да? Дальше. Исполнение мечты. Возможно, вы хотите с кем-то сблизиться или хотите с кем-то интим. Ну и здесь, смотрите, здесь очень так... Возможно, вы мечтаете о богатом партнере, богач, о большом количестве интима. Возможно, вам не хватает. Возможно, вы хотите и богатства, и интима одновременно, но вы хотите быть наполнены. Богач – это наполненный человек. Да? Не только деньгами, но, возможно, и энергиями, которые исполняют ваши мечты. У меня такое ощущение, что с одной стороны интим, близкий человек, а с другой стороны наполнение и цель. Давайте посмотрим, о чем говорит эта карта интима, о чем говорит исполнение мечты и о чем говорит богач. Да? Ну, например, богатый мужчина, богатая женщина. Да? Но смотрите, то, что связывает вас с интимом, должно быть очищено. Возможно, и вы хотите интима ради богатства. Бывает такое? Бывает. Это так не должно быть в вашей ситуации. Возможно, ваша мечта идет через интим. Так тоже не должно быть. В общем, смотрите, интим не должен влиять на исполнение мечты и на богатство. Услышьте, вот просто месседж. Это от вас было, возможно, скрыто, и, возможно, это мешало вам идти. Возможно, вам не нужно искать богатого человека, который исполнит все ваши мечты через интим, в том числе. Да? Или интим в вашей жизни никак не должен быть связан с исполнением мечты и богатством. Да? Такое. Окей. Исполнение мечты. Ну, смотрите, исполнение мечты, связанное с мужчиной, с образованием или обучением, вполне себе реально. Опять-таки, смотрите, здесь у нас праведник или тот, который с высшими силами общается. И избавление от какого-то греха. Поэтому
для того, чтобы ваша мечта была исполнена, а она будет исполнена, особенно если это касается отношений и обучения, возможно, связи, документов, коммуникаций, вам как минимум нужно очистить или закрыть гештальты, или очиститься от грехов, связанных с предыдущими партнерами интимного характера. Да, вот так. Что говорит этот богач? Этот богач говорит о том, что кто-то за вами скучает, кто-то ностальгирует по вам. И этот человек, скорее всего, мужчина, если вы женщина, ну и женщина, если вы мужчина. Да, вот так. Хорошо. Что мешает и от чего вам нужно избавляться в аспектах, связанных с интимом? От чего нужно избавляться и что мешает? Что является тем самым грехом, который явно лишний? Ну, смотрите, интим не должен быть частью вашего коварного и вероломного плана по достижению своей цели. И поэтому здесь то, что я уже сказал, эта карта просто подтверждает. Поэтому нужно просто избавляться как минимум от попытки достичь своего с помощью интима, да, или с помощью, может быть, близкого человека, не использовать близкого человека в качестве достижения своей цели. То есть не делать партнера инструментом достижения цели. Такое часто, кстати, бывает. Хорошо. Какая мечта в вашей жизни может исполниться благодаря тому, что вы очиститесь от негативных каких-то своих побуждений, да, от неблагочестивых мыслей, поступков, которые, может быть, совершаете сейчас или были совершены в прошлом. Давайте посмотрим, какая мечта исполнится. Здесь прямо король кубков выпадает. Давайте так скажу. Мужчина. Возможно, вы преодолеете какую-то негативную родовую программу по линии отца, а возможно, у вас наладится отношения с мужчиной, о котором мечтаете, особенно для женщин актуально, да. И это может быть новый мужчина в вашей жизни или тот мужчина, с которым у вас, возможно, уже были связи, особенно если он обеспеченный человек. Здесь иерофант с одной стороны, иерофант иерофанту рознь, да, но это как бы не про обеспеченность, а о какой-то духовности, да, о какой-то грамотности, а здесь обеспеченный человек, который испытывает к вам чувства. Опять-таки, смотрите, кубки на кубки падает, а эта карта нас отсылает к прошлому. Поэтому, проблемы прошлого не должны влиять на ситуацию в настоящем, да, или на информацию в настоящем. Здесь карты подсказывают о том, что, смотрите, ваша мечта еще очень сильно зависит от той информации, которая распространяется на вас из прошлого. Поэтому, знаете, есть у Карлоса Кастанеда, она описана, эта практика стирания личной истории. Вот стирание личной истории как практика для вас должна быть пройдена. То есть вы рано или поздно, вы все равно с ней столкнетесь. Почему? Смотрите, эта карта к прошлому отсылает тоже нас. Эта карта к прошлому отсылает. И если мы посмотрим, то вот все личности, которые здесь сидят, они все как бы смотрят в прошлое. В прошлое идет ангел, в прошлое, да, девочка в прошлое и карты о прошлом. Поэтому в прошлом есть нечто, что вот оказывает такое влияние. Хорошо. Бывший, богатый или бывший источник богатства, он для вас сохраняет актуальность или нет? Это может быть как источник дохода, который уже был. Он для вас актуален или нет? Он может быть актуален, и может ли вам помочь человек из прошлого, который вам уже помогал? Да. Может ли он вам быть партнером? Да. Может ли он вам быть мужем? Да. Может ли он вам быть женой? Да. Может ли у вас быть в будущем мужчина,
ну, как бы для брака? Ну, потенциально, да, если вы так решите. Если вы решите идти к своей мечте, да, вот так. Хорошо. Что вам делать можно и чего вам делать нельзя в этой ситуации? Что вам делать можно? И смотри, эта карта у нас точно так же выпала в предыдущем раскладе, поэтому посмотри предыдущий расклад. Вам нужно держаться за свою судьбу, за свой шанс и проверить, не получается ли так, что что-то связанное с партнером из прошлого влияет на вашу судьбу сейчас. Да? Ну, проверить, может быть, не на картах, например, да, хотя на картах тоже можно проверить, а проверить в своей голове, вспомнить, нет ли такого человека, с которым вы нагрешили в прошлом, и этот грех до сих пор мешает вам, ну, достигать своей цели, в том числе исполнения мечты, в том числе партнерство, богатство и деньги, обеспеченность. Чего делать нельзя? Ты смотри, опять карта повторяется. Смотрите, вам нельзя останавливаться на достигнутом, и вам нельзя распространять информацию среди близких вам людей и, возможно, среди друзей, с которыми вам комфортно проводить время, ну, в каких-то, ну, там, обстоятельствах, да, в компаниях или, ну, например, ну, с теми людьми, которые могут влиять на ваш комфорт, на вашу зону комфорта. Ну, такой вот месседж. Хорошо. К чему готовит вас Вселенная благодаря этому раскладу? И здесь императрица к достижению цели, материализации цели. Возможно, если вы, женщина, готовитесь стать матерью, это для вас тоже будет актуально. Мужчина найдет женщину своей судьбы, а женщина найдет своего мужчину, который был подобен ее мечте, который будет настоящим императором для ее императорского величества. Прекрасная карта, которая говорит о позитивном исходе. Ну, вот такой вот расклад номер 2. А мы же движемся с вами, друзья, дальше и плавно переходим к тайне номер 3, которая у нас сегодня с вами выпадает волей, неволей или знаками судьбы, о которых вам важно знать сегодня прямо сейчас. Итак, давайте смотреть. Первая карта говорит о расставании. То есть есть некая тайна, связанная с прошлым, да, и ну, может быть, с обстоятельствами расставания или с тем человеком, который от вас ушел. Возможно, вы сейчас проживаете этот период до расставания. Посмотрим. Вторая карта связана с падшим ангелом. Ну, падший ангел может быть по-разному. Может быть, это влияние темных сил, а может быть, это характер поведения вас или вашего партнера, да, то есть тут уже нужно смотреть. Ну, может быть и то, и другое, и темные силы, и сам характер поведения. Ну и третье, прямо князь тьмы. Смотрите, на первом месте ситуация, да, а здесь две карты, которые просто связаны и с характером поведения человека, и с князем тьмы, как бы с темными силами. Я скажу так, здесь вообще очень просто, ну относительно просто, да. Тайна в чем? То, что если вы проживаете сейчас или прожили расставание, разошлись, да, или между вами не пойми, что пауза или конец. Ну, как минимум, здесь влияет на это не только, допустим, мужчина или женщина, да, но и сами темные силы, да, то есть вот так. То есть это не только партнер плохой или партнерша плохая, да, особенно партнер, ну, особенно мужчина здесь плохой, да, в этой ситуации, в этом раскладе. Ну и, возможно, темные силы здесь прям, ну влияют, да. Давайте посмотрим. Причины вашего расставания. Это первое. Причины. Кто является падшим ангелом?
Ну или кто плохой, да? И, как проявляются темные силы? Как они проявляются в вашем мире сейчас, да? Причины расставания. Причины расставания несколько здесь. Здесь, знаете, как да все хорошее поистребили, да. Здесь очень много хорошего между вами было. Но это прежде всего семья, родственники, деньги, недвижимость, обеспеченность. То есть это вот такой статус, хорошая жизнь, причины расставания от хорошей жизни, от хороших родственников, от хороших, может быть, даже слуг, да, есть тут прям слуга, десятка пентаклей. То есть на ваше расставание как минимум влияют родственники, семья, деньги, статус, да, и то, что за родственниками стоит. Кто здесь плохой? Кого будем обвинять? Карта женская, но светится прямо мужчина. Возможно, за этим мужчиной где-то далеко есть женщина. Учитывая то, что здесь звезда, и звездочет уже такой с бородой, как вот я, да, с седой, то, скорее всего, плохой здесь мужчина. Но опять-таки, мужчина это может быть ваш партнер, тогда за ним стоит на дистанции женщина. Кто эта женщина? Кто угодно из его, наверное, семьи. Да? Окей. Давайте посмотрим, как проявляются высшие силы. Темные силы, высшие темные силы. Да, вот так. Темные силы. Но они проявляются, они просто влияют на ваши отношения, на чувства, особенно мужчины, и на ваши чувства, на чувства женщины, неважно. То есть они влияют на любовь, на отношения, на чувства мужчины и женщины друг к другу. Хорошо. Давайте уточним, кто конкретно, мужчина или женщина, влияет, и стоит за вот этой картой, да. Карта звезда-то женщина все равно, да, на дистанции. Кто конкретно, мужчина или женщина, да? Влияет на расставание. Ты смотри, у нас сегодня эта карта повторяется тоже. Смотрите, то, что я сказал. За мужчиной может стоять женщина, а за женщиной может стоять мужчина. Может быть, это дедушка, там, отец и так далее. Может ли здесь влиять на ваши плохие отношения негативная родовая программа? Да, вот родовая программа, вот она карта. А вот движение или дороги ваших отношений. Эти карты так и говорят. Но и мужчина, и женщина могут в этом учитывать. Так, как я и сказал. Окей. Хорошо. Давайте посмотрим. Вы сможете выйти из-под влияния темных сил и вот этого падшего ангела. Да, вот так. Падший ангел у нас же Люцифер, правильно? Да? Давайте смотреть. Сможете ли вы выйти? Потенциально, да. Здесь получается как бы очень сильная связь с материальным, с родом, с родственниками и с мужским родом особенно. Да, но вам это будет стоить больших усилий, и это будет дорого по деньгам и в денежном эквиваленте, да. И вам придется потратить много сил, да, то есть обойдется как бы много крови попьет, много здоровья, много средств уйдет на это, да. Хорошо. Давайте посмотрим, если вы избавитесь от этого, возможно ли, опять повторимся, да, во втором раскладе было нечто подобное, возможно ли новая любовь или новые чувства, новый роман после очень тяжелых каких-то испытаний, прямо вот каких-то после 7 или там 9 кругов ада, да, или 12 кругов ада. Сколько там у вас кругов, напишите, сколько кругов ада вы проходите, да, или прошли. Давайте посмотрим, возможно ли вот восстановление
вообще восстановление своей личной жизни и отношений. Да, в том числе с человеком, который, возможно, в прошлом так или иначе был связан с вами. Тут даже возможно примирение родителей с детьми. И даже если вы уже, в таком возрасте, что ваших родителей нет, а гештальт между вами и родителями не закрыт, это все равно возможно, особенно если между вами и родителями оставался какой-то негатив как в родовых программах, так, возможно, и в коммуникациях, да, о чем-то не договорились, не поделили. Это же касается братьев и сестер в этой ситуации. Хорошо, что вам делать можно и чего вам делать нельзя? Что можно делать и что делать нельзя? Смотрите, вам нужно провести работу, 8 пентаклей – это работа, по достижению отсечения того, что вас объединяет с родственниками. Закрыть гештальт и, возможно, отсечь кармические узлы либо негативные родовые программы. А что делать нельзя? Туз кубков. Возможно, нельзя быть наивным человеком и полагаться только на какие-то душевные порывы, и только, возможно, нельзя полагаться на то, что только любовь все может изменить и повлиять на ситуацию, в которой вы оказались. Хорошо. Что советуют вам карты Таро? Потому что вы вообще пришли на этот расклад, на 3-й, и прослушали все. Да, такое вот резюме ко всем раскладам. 9 кубков. Монет, извините. 9 монет. Смотрите, по 9 монет я скажу так. Вы достойны роскошной жизни, и это вполне реально. Нужно не побояться пройти перезагрузку. Бабочка, да? Бабочка – это символ перезагрузки. Перезагрузки судьбы, возможно, матрицы судьбы. А возможно, просто не побояться приложить усилия. 8 пентаклей. Здоровье, деньги, время. И превратить свою жизнь в эту замечательную карту. И кем вы себя видите на этой карте? Ответ напишите в комментарии. Уверен, что у вас все получится. Услышимся и до скорых встреч. Побачимось. Па-па.